Всем привет! Сегодня мы поговорим о Spring Security и JWT аутентификации. Мы пройдемся по основным шагам, создадим проект и настроим его для работы с JWT. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел сказать сразу, что этот проект уже частично собран. То есть он не создается с нуля, там сейчас нету Spring Security, там нету JWT. То есть сейчас, как и в обычном Spring приложении без Security, есть доступ к эндпоинтам, которые у меня есть. Соответственно, это не нагруженное Spring Security приложение, это просто обычное приложение, в котором есть условная регистрация, и мы можем добавить пользователя, посмотреть информацию о нем. То есть, условно говоря, у нас есть регистрация, у нас есть просмотр профиля, то есть информация о себе, да, но нету авторизации и аутентификации. Соответственно, сейчас мы будем добавлять Spring Security и сразу добавим JWT. Итак, приступим к настройке нашего проекта. Первым делом нам нужно добавить все необходимые зависимости в наш проект. Эти зависимости включают в себя Spring Security и JWT токены. Вот все зависимости, которые сейчас нам необходимы. Эти зависимости Spring Framework, Spring Boot Starter Security, JSON Web Token, в общем, все, что связано с JWT токенами. Эти все три зависимости нам нужны для реализации аутентификации с помощью JWT токена. Отлично. Так, теперь давайте приступим уже к кодингу. Соответственно, нам нужно создать новый пакетж. Называем его Security. Отлично, пакетж у нас имеется. И, наверное, можно было сразу начать с класса Security Config. Но, так как в Security Config нам понадобится JWT фильтр, небольшой спойлер, если вы уже реализовываете и понимаете, что вы будете использовать JWT аутентификацию, соответственно, я предлагаю создать сначала JWT сервис, потом JWT фильтр, а затем уже Spring Config, поскольку в Spring Config нам нужен JWT фильтр. Приступаем. Нам нужно здесь создать Java класс, назовем его JWT сервис. Обязательно помечаем JWT сервис аннотации компонент. Это указывает на то, что Spring должен управлять этим классом и создавать экземпляры в контексте Spring. Также это нужно для автоматического создания бина. Пишем private string JWT secret value и сюда помещаем JWT secret. JWT secret можете сгенерировать на сайте, ссылку на который я оставил в описании, либо просто загуглите JWT secret генератор. Прежде чем мы продолжим, нам понадобится DTO-шка. Создадим новую DTO, назовем DTO-шку JWT Authentication DTO. Сейчас узнаете для чего. Кстати, идея Ultimate, она иногда подсказывает, и в данном конкретном случае подсказывает правильно. Нам нужен private string token, и нам нужен private, нет, вот тут уже неправильно, private string, и также неправильно, refresh token. Refresh token. Ставим аннотацию data. Я предполагаю, что аннотацию data вы уже знаете. И давайте заранее создадим еще пару DTO-шек, которые нам действительно потом пригодятся, чтобы к этому не возвращаться. Refresh token DTO. Private string refresh token здесь подсказывает правильно. Аннотация такая же дата. И, насколько помню, нам нужна последняя DTO-шка. Это user credentials DTO. Интересно, подскажет он правильно? Практически. Дело в том, что получение JWT токена проходит через ввод логина и пароля. Соответственно, логином может быть юзернейм. В данном конкретном случае мы напишем email. Также private string password. Здесь также аннотация дата. Сколько я помню, больше DTO-шек нам не понадобится. Возвращаемся в наш класс. Я немного перепутал, и нам нужен value Spring Framework Beans Factory Annotation. Теперь приступаем к созданию методов на генерацию токена для аутентификации, токена refresh. Теперь приступаем уже к полноценной настройке JWT токен. Public. То, что мы написали JWT Authentication DTO. Напишем generate, только допишем по-другому. Не так, generate auth token. Подсказывает правильно. Единственное, тут мы помещаем не DTO-шку, потому что эта DTO-шка у нас токен и refresh токен. Мы сюда помещаем string. В конкретном случае у нас email. В вашем случае это может быть username. Создаем объект, корректно, set token. И тут мы будем сетить логин. У нас еще нету метода для создания JWT токена. Сейчас мы напишем и создадим. Возвращать он у нас будет стрингу. И создавать он у нас будет из email JWT токен. Нам сначала нужно определить, насколько будет валиден JWT токен. Я сделаю так, что данный JWT токен будет валиден только
1 минуту. В среднем это можно делать на час. Проще говоря, вы получите GVT токен, да, и можете его использовать час спокойно. Спокойно ходить по эндпоинтам, которые доступны вам. Целый час вам не нужно будет получать новый GVT токен. Он валиден будет, например, в данном конкретном случае я его делаю минуту, чтобы показать вам, как будет обновляться. Потому что у вас также будет refresh. Пишем date равно .from local date time .now плюс, вот, плюс минуты. Если вы хотите поставить часы, то вот, пожалуйста, плюс hours, если дни days, месяцы, секунды, недели, года. Соответственно, я поставлю здесь минуты. Минута будет одна. Add zone id.from system default to instant. Все, у нас подготовлено, до какого момента будет у нас валиден GVT токен. Теперь возвращаем GVTS JSON Web Token Builder Subject Email Expiration, ну то есть насколько он будет валиден, Date. И тут нам нужен ключ-подпись. Нам нужно подписать GVT токен. Для чего нужна подпись? Подпись обеспечивает целостность и подлинность GVT токена. У нас метода этого нету, соответственно мы его пропишем, а потом создадим. У нас все готово, соответственно нам нужен key. У нас будет secret key, массив байтов, key bytes. Ну, практически только массив байтов keybytes, decoders, именно decoders, base 64 decode, и помещаем сюда GVT secret наш, return case, данный метод, keybytes. Все, у нас есть подпись, у нас есть генерация GVT токена. Также нам нужна генерация refresh токен. Только здесь поставим, давайте не плюс minutes, а плюс date все-таки, плюс days. 1. То есть refresh токен будет валиден 1 день. Так как у нас GVT Authentication DTO хранит в себе также refresh токен, здесь мы делаем GVT DTO set refresh токен и generate refresh токен также по email. Я сделал два разных метода, потому что у нас GVT токен для аутентификации у нас он валиден 1 минуту, но refresh токен будет валиден 1 день. Проще говоря, мы будем пользоваться им 1 день. Готово. Также нам нужно сделать метод, который проверяет валидность GVT токена. Но вы, наверное, спросите, как же так происходит, если у нас GVT токен для аутентификации перестанет быть валидным, проще говоря, выйдет его время, как же он обновится? А сейчас мы напишем метод для этого. Пишем public GVT Authentication DTO, refresh base токен, помещаем email и refresh токен параметры. И происходит все то же самое, только у нас refresh токен больше не генерируется, он у нас ставится. Соответственно, просто обновляется GVT токен. У нас есть generate authentication токен, то есть когда оба токена не валидны, у нас происходит именно ввод логина и пароля, и нам выдается токен и refresh токен. Они вместе. Соответственно, когда токен перестанет быть валидным, скорее всего, refresh токен еще будет валиден. И мы за счет refresh токена можем обновить токен. И нам не нужно вводить заново логин и пароль. Также нам нужно будет доставать из токена email. У нас, как вы понимаете, в токене зашифровывается email. И нам нужно будет его доставать. Увидите потом где. Поэтому мы заранее напишем этот метод. Public string get email from token climbs равно gvts.parser.verify getSync in key build token get payload return climbs get subject. Вот так мы достанем из токена email. Мы еще не закончили с GVT сервисом, именно поэтому я сказал, что лучше с него начать, он один из самых нагруженных. Теперь напишем метод, который будет проверять, а валиден ли вообще наш GVT токен. Public boolean validate GVT токен. Все правильно. Используем try-catch GVTS parser verify with, все верно, build. Нет, не так, вот так. Токен get payload. Отлично. Return true. А здесь мы напишем, что мы будем отлавливать, какие эксепшены. Expired GVT exception. Чуть не забыл. Нам нужен логер. Private static final logger равно log manager данный get logger gvt-service.class. Ошибочка. Не тот логер. Вот этот логер. Внимательно посмотрите. Apache logging log4j. Не перепутайте, как я. Теперь мы поймали этот exception и через logger error
вполне себе можно так сделать. Ловим catch unsupposed GVT exception. Все верно. Logger.error. Да, так и запишем. Malformat GVT exception. А подсказывает все правильно. Отлично. Logger error. Тут не хочет. В принципе, напишем как и... все верно. Еще catch. Да, эксепшенов тут возможно много. Также security exception. Также через logger. Все верно. И последний это просто exception в случае, если токен невалидный. В случае, если invalid token. Супер, отлично. Так, ну и здесь return false. Итак, GVT сервиса мы закончили. Итак, нам нужно создать record класс Custom User Details. Сюда помещаем наш класс User. Вот он, Entity, User. И имплементируем, все правильно, User Details. Spring Framework Security Core User Details. Все правильно. Имплементируем методы. В принципе, как бы можно спокойно имплементируем все методы, но нам необходимы только вот эти два. Здесь мы пишем user get password, здесь мы пишем user get email. Ну, соответственно, здесь пишется username, потому что подразумевается все-таки username, но у нас это email. Опять-таки, authorities у меня ролей нету, поэтому ничего из этого я не, кроме пароля и логина. А нужно нам это для Custom User Service, потому что у нас уже есть User Service, вот он. Здесь есть get user by ID, by email и add. Ну, это как бы регистрация, да? Соответственно, security, custom user details, custom user service. Мы создали custom user service impl, и нам нужно заимплементить user details service. Spring Framework Security Core User Details. Естественно, мы здесь делаем имплементацию метода, все верно. И нам здесь еще нужно также, ну, во-первых, подписать, что это сервис, и required args constructor. Он нам нужен для того, чтобы прописать все верно, user repository. Теперь user repository, find by email, username, map и URL throw. Давайте сделаем вот так, URL throw. Все верно. Вот так. Все абсолютно верно. Отлично. Custom user service impl мы прописали. Я немного здесь подкорректирую. Я про это совсем забыл, если честно. А лучше сделать вот так. Да. И здесь в этой папке мы создадим GVT фильтр. Java класс GVT экстендится от once request filter. Также имплементируем метод. Только здесь нам нужно будет дописать non-null. Все, отлично. Ставим аннотацию компонент. Requires args constructor. Private final GVT service. И также private final custom impl custom user service. Отлично. Пишем string token равняется. И нам нужен будет еще один метод. Пусть будет get token from request. Создаем метод. Все верно. String bearer token request get header authorization. Ну, практически правильно. Error token равно request.getHeader и http headers.authorization. Все верно. Если bearer токен начинается на bearer и не null, да, все верно. Return bearer to substring 7. Все верно. Идея иногда очень хорошо подсказывает. Но не всегда корректно, по какой-то причине некоторые методы могут быть уже deprecated, и, соответственно, как бы приходится гуглить, что как используется. Например, на более старых версиях GVT токена не всегда все так работает. Может немного отличаться. Так что будьте внимательны, какую версию используете. Terminal. Отлично, метод есть. Так, да, только я это дополню. И GVT сервис validate token. Все верно, сюда помещаем токен. Если он валидный, тогда что мы делаем? С этим в security context holder напишем метод сейчас. Set custom user details to security context holder token. Создадим метод. Он, естественно, void. Он ничего не возвращает. String email. Вот, кстати, здесь нам и пригодится этот метод, который берет email с токена. Custom user
Custom User Details равняется Custom User Service, Load by Username, и помещаем сюда email. На всякий случай зайдем сюда, посмотрим, что здесь все так. Custom User Details, все верно. Не User Details, а именно Custom User Details. Custom User Details, все корректно. Все. Возвращаемся в JVT фильтр. И тут, конечно, классы называются вообще User Name Password. Вот, все верно, спасибо, идея, что подсказываешь. Custom. Оп, только что была подсказка, по-моему. И подсказка верная, действительно. Только мы сделаем вот так. И, соответственно, security context holder, get context, set authentication. Отлично. Так, возвращаемся назад. Здесь set у нас прошел. Filter chain, do filter, request, response. Идея верно подсказывает. А вот теперь, о чем я и говорил, мы наконец-таки переходим к security config. Security config. Ставим, что это configuration, enable web security и также enable method security. Отлично. Здесь нам нужно private final. Нет, не этот, неверно. Final JVT фильтр. Отлично. Нотация bin, public. Ну, практически. Security filter chain, HTTP security, HTTP, throws exception, да, все верно. Import. HTTP, точка. Abstract HTTP, abstract HTTP configure. Давайте сделаем вот так вот. Disable, все верно. Authorize HTTP request. Нет, просто напишем auth. Слишком много тоже писать не очень. Auth. Нет, request matches. И сейчас я прям буду писать. Да, вот он у нас. User registration. И у нас еще один будет вот такой. Не user, а будет auth. И вот так. Permit all. То есть разрешить всем. И также request matches. Этим самым мы говорим, что для user registration и авторизации у нас будет у всех доступ, проще говоря. То есть каждый человек сможет зарегистрироваться и каждый может, в принципе, авторизоваться. А на все остальные уже будет нужна аутентификация. Как раз таки через JVT токены. Думаю, правильно сформулировал. Session management. Session creation policy. Stateless. Add filter before. Вот здесь нам нужен JVT фильтр как раз таки. Если бы мы его не добавили, то есть здесь вот эту вот строчку я бы не мог нормально добавить. Ну как, я бы ее добавил, но в самом начале зачем? Сейчас у нас уже все написано практически. Нам чуть-чуть осталось написать. Поэтому я посчитал, что именно в таком порядке стоит написать. Return, HTTP, build. Супер. Практически все. Нам нужно еще одно написать. Но это нужно больше для безопасности. Потому что чисто технически мы можем и без этого. Но все-таки, так как мы хотим хранить в базе данных зашифрованные пароли, я так предполагаю, нам нужно будет добавить метод, который будет шифровать пароли. Bin, public, password encoder, get encoder. Ну так, напишем get password encoder. Возвращаем password bcrypt password encoder. И ставим здесь 4. Да, я думаю, самое оптимальное будет. Так, отлично. Security config мы закончили. И нам еще тут немного осталось. Совсем чуть-чуть. Давайте создадим папку exception handler. Создадим класс global exception handler. Класс. Чуть-чуть ошибся в написании. Exception. Да, exception. Все. Супер. Ставим аннотацию controller advice. Супер. Ну и сразу напишем handler. Я так предполагаю. Потом поставим аннотации public. Response entity. String. Handle exception. Servlet request. Не совсем так. Да, только request, в принципе, нам не нужен. Отлично. Return. Response entity. Status. HTTP status. Forbidden. Body.
Ну, мы напишем failed, все верно. Плюс, все верно. Ctrl-Alt-L, супер. Теперь поставим уже аннотации. Exception handler, все верно. Даже так проще. И response status, только не unauthorized, а forbidden. Отлично. Также напишем еще один. Я так прям скопирую. Handle generic. Generic exception. Здесь у нас уже просто exception. Статус у нас internal server error. HTTP статус internal server error. Ну и естественно тут у нас error. Так, ну и здесь у нас exception. Вроде все. По крайней мере с хендлером на данный момент выполнено. Теперь осталось самое последнее — написать контроллер. То, что нам нужно как раз на эти эндпоинты. Создаем контроллер, называем его контроллер. Соответственно, у нас он required source constructor, REST controller, request mapping, auth. Отлично. Private final, user service. И теперь нам нужно также в user сервисе прописать JVT authentication DTO, sync in, принимает он в себя user credential DTO, все верно. И также у нас еще то же самое практически. JVT authentication DTO, refresh token, refresh token DTO. Да, переходим сюда, имплементим. Но тут будет парочка поправок. Например, здесь мы вот так сделаем. User равно DTO. Вот так сделаем. User равно. Так, только user DTO. И, соответственно, user set password. В принципе, это можно было сделать в маппере. Но я это сделаю в сервисе. Единственное, мне здесь нужно также добавить... Почему мне public final? Надо поставить все на private. Что-то странно как-то. Final. JVT сервис. И также private final. Password encoder. И здесь мы делаем password encoder. .encode. И помещаем сюда с user get password. То есть мы берем не из DTO-шки даже уже, а просто берем его же пароль и просто его перезаписываем, но уже в закодированном виде. И сохраняем юзера. Отлично. Немного переделали метод для того, чтобы у нас зашифровался пароль. Так, ну и теперь нам нужно прописать здесь метод реализацию. Прежде чем мы все пропишем, нам нужно еще пару методов. Private user find by credentials. Все верно. Optional user repository find by email. Все верно. If. Давайте назовем это optional user лучше. Optional user. Если optional user у нас с present, тогда user optional get. Но также у нас if password encoder .matches user credential dto.get password user get password. То есть мы, получается, сравниваем пароли. И именно вот в таком порядке. То есть у нас вот, если зайти в matches, вот тут у нас закодированный пароль и исходный пароль. То есть это тот пароль, который мы передаем. А это у нас закодированный пароль. Соответственно, тут мы помещаем пароль, который мы ввели. То есть просто мы вводим в форме, да. А здесь тот пароль, который уже хранится в базе данных. Соответственно. То есть мы их мэтчим. Если все проходит корректно, все. Тогда возвращаем юзера. Отлично. А иначе выкидываем exception. Throw new authentication exception email or password is not correct. Так, ну естественно у нас выкидывается exception, поэтому мы прокидываем сигнатуру метода. Отлично. Но также мы пропишем здесь private. Я допишу еще один метод find by email, который будет выкидывать просто exception и возвращать user tag res row, так, not found exception new. Ну, в принципе, да, можно так, а можно по-другому. User repository, find by email or else row, new exception, string формат. Все корректно, супер. Теперь у нас все готово для того, чтобы дописать уже сервис и потом дописать уже контроллеры. User
user равно find by credentials. А у нас есть эти credentials. И возвращаем GVT сервис generate auth token user get email. Refresh токен у нас будет немного по-другому. String refresh. Что он подсказывает? Все верно, в принципе. Тут ничего лишнего. Если у нас refresh токен не null и GVT сервис validate GVT токен, все правильно. Refresh токен. Тогда у нас user равно find by email GVT сервис get email from token. Отлично. Refresh токен. Окей. И возвращаем return GVT сервис generate auth токен. Не auth токен, а refresh токен. Refresh base токен. И помещаем сюда user get email и refresh токен. Все. Поскольку у нас в refresh base токен у нас email и refresh токен помещаются. Все корректно. Только здесь мы будем не return null, а throws exception. Throws new, authentication и valid refresh токен. Да, все корректно. Так, переходим к дописанию уже контроллеров. Public, response entity, GVT, authentication DTO, string in, string username, string password. Но не совсем. In user credential DTO. User credential DTO. Request body. Так, здесь мы поставим у нас post mapping. Все верно. И это у нас получается sync in. Провернем это все через try catch. GVT Patient DTO, GVT Patient DTO равно user service .sync in user credential DTO. Ну, конечно же. Return response entity awk GVT authentication DTO. Но только здесь не throw new runtime exception. Здесь мы пропишем свое сообщение. Authentication failed. Authentication failed. И сообщение .get message. Get message. Не вот так, а плюс. Да. Все, у нас sync in есть. Супер. Теперь нам нужно еще один прописать. Post mapping. Так, а почему у меня здесь request? Я же вроде post mapping ставил. Странно. Не перепутайте. Пропишем post mapping. Главное опять не перепутать. Пропишем здесь refresh. Но не совсем так. Public. GVT authentication DTO. Refresh. Да, тут все корректно. Return user service. Refresh token. Refresh token DTO. У нас выкидывает exception. Отлично. Так, все. Мы завершили. Сейчас покажу, как это работает. Вот мой постман. Так, давайте зарегистрируемся. Пропишем gmail.com. Я не ставил никакие проверки на пароль, на сложность пароля, на почту также, валидно-невалидное. То есть здесь можно пока все что угодно. Это, я думаю, можете настроить, я предполагаю. Отправляем. Получаем сообщение user edit. Зайдем в базу данных и проверим. Да, действительно. И пароль зашифровался. Супер. Теперь давайте перейдем и получим токен. Смотрите, мы сейчас как сделаем? Мы хотим получить по email что-то, да? Вот у нас есть. И попробуем получить здесь. Get. И email у нас, по-моему, тест собака gmail. Вот. Все верно. Так, known. Опять-таки у нас есть авторизация, но мы ее не вводим. 403. Отлично, нас не пускает. Супер. Но при этом нас пустило на регистрацию. Ставим обратно пост. Переходим на авторизацию. Копируем. И также нам нужно скопировать вот это. Отлично. Скопировали. Вводим email. Test собака gmail.com. И пароль 12345. Пожалуйста, мы получаем токен и refresh токен. Давайте токен, refresh токен вот так вот запишем его. Вот сюда, например. Он нам пригодится. Так, и давайте теперь скопируем еще опять-таки обычный токен. И попробуем теперь уже... Так, это у нас registration. А, нет, это у нас как раз получение. И вот здесь мы уже bearer токен. Вставляем сюда токен. Send. Пожалуйста, мы получаем всю информацию. Естественно, можно все кастомизировать. Вот, сейчас пройдет минута. У нас токен валиден 1 минуту. То есть он может работать 1 минуту. Сейчас мы в этом убедимся. Пожалуйста, мы убедились. Токен не валиден.
Тут, конечно, куча ошибок чего-то выскочило. Ну да, все верно. GVT токен, все, он уже не актуален. Отлично. Теперь мы переходим сюда. Нам не нужно вводить заново данные. Зачем? Мы просто делаем refresh. Почему я сказал сохранить вот этот токен? Потому что он нам пригодится. Переходим на пост, переходим на refresh, body row, refresh токен. Заходим сюда, вводим вот этот. Так, не получится его так. Берем refresh токен, помещаем его сюда, send, и получаем тот же refresh токен, он не поменялся, он будет 1 день валидный. То есть вот этот endpoint доступен и будет работать всегда. То есть он доступен, он всегда доступен, но он также проверяет валидность токена, refresh токена. Если он не будет валиден, то мы не сможем получить новый токен. Нам нужно будет заново залогиниться и получить и токен, и refresh токен новый. Вот, а так мы получаем только обычный новый токен. Так, чтобы много не говорить, а то у нас он минуту валидный. Сейчас я его быстро сюда пропишу. Вот он, обновленный. И у нас снова все работает. Та-да! Пишите свои предложения, что бы вы хотели увидеть на канале, какие технологии разобрать, может быть, что-то подробнее разобрать, тот же самый Spring Security или GVT. Очень надеюсь, что это видео помогло вам, и у вас теперь все заработало, и вы можете дальше писать свой код, писать свой проект, свое приложение. Поэтому, если будут вопросы, пишите в комментарии. Не забывайте поставить лайк, подписаться. Вот, если хотите еще что-то более подробно узнать, или у вас по какой-то причине что-то не заработало, либо пересмотрите видео подробнее, либо пишите нам в комментарии. Мы попробуем разобраться в любом случае. Потому что, смотря когда вы посмотрите это видео, потому что некоторые методы спустя какое-то время могут быть уже deprecated, и, соответственно, вы их не захотите, скорее всего, использовать. Либо вы будете на той же самой версии, но если будет новая версия, то вы, скорее всего, на новой версии будете работать. Поэтому, если что, пишите. Обязательно постараемся вам помочь. Всем спасибо за внимание. Всем пока.